И всем здравствуйте, мы находимся на тестовом сервере, и у нас здесь последний день схватки в осаде. Это новый режим, который ждет нас уже через неделю. На глобальных серверах он начнется уже через неделю, после того, как континентальные испытания закончатся, 3-я неделя. Поэтому очень важно, давайте посмотрим, если вы еще не ознакомливались с этим режимом, да, что это за режим, какие у него там основные особенности. Ознакомьтесь, отдельное видео есть с базовой информацией, а здесь я хочу показать, каких же соперников мы здесь сможем победить, более-менее адекватной командой. Я имею в виду вот этих противников, которые считаются элитным боем. Здесь у меня сложность максимальная в этом заходе. Топливо у меня еще есть. Но противник элитный. Элитный бой, и мы видим, какие здесь есть особенности. Невозможно использовать боевые, и абсолютные навыки длится 30 секунд. Атака союзников минус, получаемое монстрами лечение плюс. Союзники не могут получать усиление в течение 30 секунд после выхода на поле. Получаемый монстрами урон огнем увеличен, положительный, так, бак плюс 10 к урону, полный бак, наносимый союзникам, минус 10 к получаемому. И 2 зелья я использовал, конечно же. Давайте посмотрим первого соперника, я буду их проходить, все типы соперников, да, и будем смотреть, как мы с ними в бою справляемся. Насколько сильно они нас мучают. Я здесь составил вот такую команду. Понятно, что здесь есть 2 эксклюзивки, но у меня, допустим, они есть, да. Живенев может быть у многих. Гришнара можно кем-нибудь заменить, да, это будет не такая хорошая замена, но все равно. Я просто не хочу здесь проигрывать каждый бой, поэтому более-менее сильных героев поставил. Товарищ Бабка, она здесь, я думаю, что пригодится, и Фаэсса тоже очень даже неплохо со своим иммунитетом и замедлением противников. И Роуз я поставил, чтобы она накидывала и штраф к атаке, и разлом. И Гришнара поставил вот такой вот артефакт, чтобы он тоже добавлял штраф атаки, чтобы, нам жить было, наверное, проще. Команда у меня не оптимизирована, то есть снаряжение, так себе. Пускай это прибавляет больше к реалистичности этой команды, да, которая может быть у других игроков. И олень, у меня здесь олень. Команда очень мерзкая, учитывая, что здесь 3 Пикаса и 2 бойца тени, которые, да, на наше замедление чихать хотели. Давайте посмотрим. Почему я взял именно Живенев, да, одну? Потому что она одна справляется неплохо таки с уроном. То есть она одна может обеспечивать урон команды. И при этом в команду тогда можно добрать целых 4 героя поддержки, там контроля и всего вот этого вот. Поэтому я выбрал команду Живенев. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Вполне себе уверенная победа, да? То есть этого противника можно записать, как минимум с полным баком его можно побить. Здесь уже не полный бак, минус 30 к урону, да, и 30 к получаемому урону. Вообще на глобальном сервере я планирую биться с противниками до 70, наверное, топлива, а остальное пытаться найти что-то в сундуках. Почему? Потому что мне кажется, что здесь сложно будет справляться с очень сильными командами. Команду у Митрасии я вообще рассматривать не хочу с Митрасией, потому что навряд ли что-то получится здесь, так как Живенев одна, и она обеспечить какой-то массовый урон не может. Вот такую команду вполне можно рассмотреть. Да, здесь есть Бабка и Шагрол, который довольно-таки неприятный, и вот этот вот танк. Но я думаю, что мы должны, наверное, справиться. Эффекты здесь у нас вот такие, то есть такие же, я так понимаю. Плюс добавился неполный бак. И Живенев не справляется. И кое-как, без Живенев, они за почти 6 минут справились. И главный уронщик здесь оказался товарищ Бабка. И Гришнар тоже неплохо. И здесь уже очень плохой эффект. Минус 70% к урону, да, к нашему, к наносимому, и получаемому плюс 50. Поэтому нужно быть еще аккуратнее. И давайте посмотрим вот такого противника. Здесь есть Гришнар, это очень опасно. Здесь есть Далк, который будет нашего Гришнара с поля, изгонять с поля битвы на несколько секунд. И это вполне может как-то отрицательно на нас сказаться. Учитывая, что здесь есть Бабка, опять же, да, и Живенев, тоже очень неприятная личность механическая, то не знаю насчет того, что здесь мы сможем сделать. Можно, конечно, попробовать Живенев, поставить неуязвимость. Вот такой вот один предмет с неуязвимостью. Урон, конечно, у него упадет, но может быть ее это спасет. Давайте смотреть.
Ну и с неполным баком видите, что происходит. Мало того, что сама команда очень довольно-таки неприятная и сильная, ну у нас еще и очень плохие эффекты, да, на нас. Поэтому здесь мы проигрываем с треском. И давайте попробуем еще раз. И давайте попробуем вот такую команду. Тоже элитный бой, полный баг. Эффекты у нас вот такие. Убираем Живенев с этой линии. Ой. Ну, с полным баком тут Живенев. Ну и против вот этой команды, да, чувствует себя очень уверенно. Моментально выносит всех задников. И затем спокойно добивает передников. Вот эту команду, да, с учетом прошлого опыта, вот только что, который у нас был. Здесь у нас и Живенев, и 2 Шагрола. Ну, я бы вообще не стал, конечно, использовать, пробовать. Потому что, мне кажется, тут просто Живенев снесут на старте прям. Но у нас эффект другой, да? Нет вот этого, по-моему, немоты на старте боя. И полный баг. Давайте все-таки попробуем. Какая будет разница? Ну и здесь с полным баком, да, и без немоты, то есть с нашими навыками, которые мы можем прям со старта использовать, и все сильные стороны той же ФС, да, и всех остальных у нас здесь раскрываются. Здесь мы уверенно вполне себе побеждаем. Бак у нас уже пустеет. И давайте посмотрим вот такую команду. Элитный бой, здесь у нас Трелгар, и Лосения, и Люсьен, и даже Виньяра. И здесь у нас уже не совсем полный бак. Но мы верим в свои силы. И вполне себе же Виньев справляется, да, видим, что очень уверенно, выносит опять же задников. Именно поэтому я тоже ее взял, именно ее. И справляется без проблем. И бак у нас пустеет еще сильнее. Теперь я предлагаю посмотреть вот таких вот соперников. Они выглядят очень-очень неприятно. С учетом квесты, с учетом Беренгаров 2 и с учетом Элисебры. Очень неприятного, тем более видим вот это свойство игнорирования. Давайте посмотрим, что я смогу сделать с учетом бака, можно сказать, уже полупустого. Обращу внимание, что они все наезжают на Живеньев, да? И она справляется. Здесь, скорее всего, очень сильно сыграл Гришнар. Иначе бы навряд ли бы она справилась. В любом случае, команда, в принципе, поддается, да? Даже при полупустом баке. И неприятными эффектами. Теперь у нас вот такая команда. Видим здесь Хвитар, 2 Трелгара, Лосения, Люсьен, Элисебра и вот этот вот бревно вот это. Буратино назовем его так. Давайте посмотрим бак уже 50, да? То есть минус 70% к урону, плюс 70 к получаемому и вот это вот все. Я думаю, что здесь нас и найдут. Да, все-таки да. Все-таки урон сильно вырос у противника. И наша поддержка, которая была очень важна, она уже... Ее уже нету. Хотя, вы знаете, за счет Гришнара, я так понимаю, они могут еще и справиться. И даже без разлома, даже с пониженным уроном. Даже Виньев ничего себе вытворяет.
Этого противника я предлагаю не трогать. Тут все-таки 3 квизити, мне кажется, и тем более Лильванис 2. С учетом всех коэффициентов вот этих, мне кажется, будет слишком больно. Здесь у нас опять Митрасия. Здесь у нас 2 Карамана, они просто задние ряды буквально, мне кажется, на старте вынесут. А потом также легко вынесут и Живенев. Нет, похуже, послабее. Живенев, я имею в виду, вынесут, потому что она будет под защитой Гришнара. Давайте попробуем, почему нет? Ну и на самом деле довольно-таки уверенно. Живенев даже победила. С учетом всех отрицательных коэффициентов это довольно-таки неплохо, да? Караманы они довольно сильные. Особенно на арене они играют. И мы видели, что ФСу они почти вынесли. Единственное, что Роуз вовремя накидывала штраф атаки и снимала ослабление. Я баг немного восполнил, да, до 50. Ну, это, по-моему, никак не повлияло на... Да, здесь все равно от 0 до 70, то есть неважно. Ну, в общем, давайте попробуем вот такого соперника. Я думаю, что мы здесь не справимся, потому что Эманлейда бьет очень больно. Но я попробую. Здесь у нас Митрасии нету, хотя есть Крисос. И есть, тем более, Синарел. Давайте попробуем их одолеть. И они справляются довольно-таки уверенно. На этот раз я отступаю. И давайте попробуем еще других противников. Уже эффекты будут вот такие. Обратим внимание, что получаем союзниками урон сияниями плюс 50. И вот такой вот противник. Нара, Аскеты и Митрасия. Не знаю, что получится. Эффекты вот такие. Баг полный. Давайте попробуем. Вообще любую команду с Митрасией я предлагаю вообще обходить стороной. Хотя для некоторых команд, где, например, есть Гарика, да, может быть, даже это будет команда хорошая. Противник я имею в виду. Ну и плюс ко всему у нас есть бабка, которая тоже помогает в этом, в том, чтобы одолеть Митрасию. Справляются без проблем, хотя мне кажется, что с пустым баком будут проблемы. Команды с Лильванис я вообще предлагаю обходить стороной, потому что у нас команды даже с пробуждениями плюс 5, команды с Лильванис, особенно когда там есть какой-нибудь еще Митрасия какая-нибудь, либо Утер, ну и преемцы обязательно, да, их мы обходим стороной. Эти, может быть, поддадутся, потому что здесь только 2 Торина, да, и 2 Репикаса. Вполне возможно, что я их смогу победить, но все равно я команды с Лильванис предлагаю обходить стороной. С Лильванис, с Митрасиями. Так, этих мы уже видели. Шагрол, да, может наш Живенев быстренько победить, но мы потом можем победить их всех. Есть команды еще вот такие вот, с Ашетиусом. Я думаю, что это очень опасная команда, но мы попробуем ее одолеть. Вполне возможно, что Живенев начнет с Ашетиуса и тем самым одержит победу, но нет, она начала с Крисоса почему-то. В любом случае, пока баг полный, да, у нас здесь урона хватает очень даже неплохо. Чтобы не дать даже сходить тому же Ашетиусу. Ни разу. Ни Карфу, ни Ашетиусу, ни Пайкстону. Вот такие вот команды, где есть Адамер и Фини, они тоже довольно-таки сильные. Единственное, что когда здесь нету Митрасий всяких, либо таких вот очень вредных персонажей, то, в принципе, здесь можно попробовать. Давайте попробуем. Эффекты те же. Баг уже, как видим, полупустой.
И они спокойно справляются. Единственное, что не так уж быстро, но вполне себе. И есть вот такая вот команда с гариками. С гариками, с хульдергом, с караманом, с эргандером. Не советовал бы я на них нападать, но мы давайте попробуем. Чтобы посмотреть, какая у нас разница с теми командами, которые мы уже видели. И видим, что баг уже 50, да, то есть можно сказать пустой. Ну и как я сказал, да, лучше на такую команду... Ой, лучше на такую команду не нападать. Там, где гарики, лучше не лезть. И давайте попробуем снова, но здесь нам везет с эффектом. Получаемый монстрами урон молнии плюс 50. Но минус 60% скорости восстановления готовности абсолютного навыка у врагов и союзников. Здесь у нас команда, видим, Мороза с эргандером и с двумя дымками. Дымки — это у нас такой тип... Эффекты вот такие. Это у нас такой тип противника, если вы помните, не помните. Они у нас копируют наших союзников. Баг у меня здесь уже не полный. И мы здесь можем выбирать, кого они будут копировать. Здесь указана вот эта вот аватарка, да. То есть мы убираем, получается 2 грешнара. Добавляем, и они копируют оленя нашего. Могут копировать Живенев. Могут копировать Роуз, ну вы поняли, да? Давайте мы все-таки не дадим им грешнара скопировать и поставим Живенев. Почему? Потому что я не хотел, чтобы у них грешнар защищал, допустим, Хвитар. Тогда возможно, что у нас появились бы большие проблемы. А так, с учетом отрицательного этого эффекта по накоплению энергии, да, видим, что они очень даже неплохо справляются. И вот про этих противников я говорил. Вот я ни в коем случае не советую на них нападать. У нас они разматывали нас просто как маленьких деточек. Еще один противник новый. Видим, что здесь у нас яталеи, команда яда, и здесь есть кальмар, который будет нам накопление энергии еще больше замедлять, да? Эффекты те же, баг у нас уже, можно сказать, пустой. И давайте посмотрим, что будет здесь. И то самое бессмертие, которое я дал вещь, да, вот эту мифическую вещь Живенев, оно спасло только что ее. Она успела пережить смерть, и в этот момент Грешнар дал ей щит, и за счет этого она выжила. Потом уже Роуз ее подлечила. Иначе бы она умерла, и мы скорее бы всего выиграли, но только это заняло бы гораздо больше времени. Но с этим противником они справились. Еще один тип противника. Видим, что здесь бабки, туманчик. Вот эти вот двое. И Бианфрей. Давайте посмотрим, что они смогут против нашей команды. Ну и кое-как они справились. Если бы не Грешнар, наверное, бы не справились. Еще один тип противника. Здесь у нас бабка, 2 шагрола и Настенка, да, вот, и тем более Грешнар. Ну, на этих я сейчас, при пустом баке, при уязвимой нашей Живенев, я бы не стал нападать. Они кажутся довольно-таки опасными. На эту команду, где у нас Сагамиры, Данеллы и Митрасия, я бы тоже не стал нападать, особенно с учетом пустого бака. Вот про этого противника я говорил, на него лучше не нападать. Здесь у нас Утер, 2 Лильванис, Репикасы, еще Эквизития. Ну и, собственно, все. Основные типы противников мы посмотрели. И больше здесь ничего нету. То есть, либо с гариками, которые я советую избегать, либо вот с финиями, с теодомерами, либо с шагролами, с митрасиями, с агамирами. Вот это вот все. Единственное, что кого можно еще попробовать, это вот эту команду. Она вроде бы, по крайней мере, с полным баком, она была не такая уж сильная. Давайте посмотрим, как они будут себя вести, когда у нас бак не полный. Ой, когда у нас нету уже пробуждений. Эффекты те же. И мы не справляемся, то есть Живенев у нас здесь уничтожают, и без нее справиться с этой командой будет невозможно, учитывая время оставшееся и наличие Митрасии, да? То есть это уже гиблое дело. Так что лучше с пустым баком, да, на такие команды, когда у вас 1 ДД, то есть Живенев, не нападать. Вообще, может быть, можно здесь кого-то убрать, например, Фаэс сюда и поставить Живенев кого-то в помощь. И тогда эта команда, может быть, в определенных случаях станет заметно сильнее.
А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Keeping